Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi 12C или просто Redmi 12C. Это у нас бюджетник, не ультрабюджетник. Почему не ультрабюджетник? Первое, почти 300 тысяч баллов в Antutu это дело набирает. Это дело раз. Два, фронталка и основная камера все-таки в 1080p пишут, притом обе, и это тоже неплохо. Если говорить о каких-то других его положительных особенностях, помимо разблокировки пальцем, есть разблокировка по лицу. А согласитесь, это уже ближе к среднякам. Разумеется, можно запихать две симки, разумеется, можно запихать карту памяти, и экран, я вам скажу, очень даже неплох. Да, здесь есть подбородок, но чего в бюджетниках при любом раскладе можно ожидать всегда? Это подбородка. Есть минусы, есть плюсы. Сегодня я вам о этой бюджетке расскажу. Сейчас будет целый цикл бюджетных смартфонов. Недавно, кстати, был Redmi A2 Plus, который я советую даже с 2 гигабайтами, если вам нужна звонилка в районе 5000 рублей. Благо складских запасов много и продают по старым ценам. Много где в ритейле. Про эту штуку сейчас расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в бюджетной белой коробке с названием и краткими характеристиками модели. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, краткое руководство, ключ для извлечения полноценного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта, кабель с USB-A на micro-USB, за что отдельно огромный минус, как и за блок зарядки на скромные 10 Вт. Чехла в комплекте также нет, все экономно. Весит смартфон 192 грамма, размеры 168 на 76 на 9 миллиметров. Хотя в то же время Samsung какой-нибудь идет даже без блока зарядки уже, поэтому, наверное, 10 Вт уже неплохо для бюджетника. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести данный смарт можно в черной, синей и фиолетовой расцветке. Внешний смарт очень схож на Redmi A1 Plus и A2 Plus, и не только. Выглядит смарт как бюджетное устройство, тыльная часть текстурная и не маркая, за что плюс. Корпус, разумеется, из пластика, в руке смартфон лежит удобно, одной рукой пользоваться им не совсем комфортно, но можно. Сборка, учитывая стоимость, неплохая. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, сканер отпечатков пальцев на тыльной части корпуса, разъем micro-USB, микрофоны, динамики, основной и разговорный, звучание здесь, конечно же, обыкновенная моно. Вибромотор слабенький и не настраиваемый. Далее есть мини-джек на 3,5 мм, а вот ИК-порта нет. В целом все стандартно для бюджетника, другого ожидать и не стоит. Летим дальше. Смарт оснащен IPS Dot Drop дисплеем на 6,71 дюйма с разрешением 1650 на 720 пикселей. Подбородок внизу экрана есть, и он большой. Соотношение сторон 20,6 к 9. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей скромные 268 ppi. Контрастность 1500 к 1, цветовой охват 70% NTSK. Яркость 500 нит. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, что стандартно для IPS экранов. Частота обновления экрана 60 Гц, мультитач поддерживается, экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Настроек для персонализации цветопередачи интерфейса по минимуму. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, разблокировкой по лицу и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает, не сказал бы, что быстро, но в целом корректно. Распознавание лица срабатывает неплохо, но угол, под которым смартфон может распознавать лицо, небольшой. Притом можно завести два лица. Как по мне, лучше бы перенесли сканер отпечатков пальцев в кнопку блокировки и убрали каплевидный вырез под фронтал, чем добавили распознавание лица. Но, с другой стороны, уже ощущение, что средняк, когда есть распознавание лица, правда? Процессор здесь MediaTek Helio G85 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор Mali G52 MP2, и да, по мне, наверное, чем-то лучше даже Redmi 10C, у которого был Qualcomm-овский проц. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии, оперативная память здесь LPDDR4X. На 3-4, по всей видимости, есть еще на 6 гигабайт. Внутренняя память плохая, eMMC версия 5.1 на 64 или 128 гигабайт. Система
Система работает неплохо, я бы сказал, что она себя показала слегка лучше, чем система у Redmi A2+. Но не в 2 раза лучше, хотя стоимость предполагает. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сети смартфон не поддерживает, а для 4G бенды 7 и 20 на борту. Микрофоны отрабатывают неплохо, как и датчик приближения. Bluetooth версии 5.1, GPS-тест показывает точность 1 метр в городских условиях, но определяет смартфон местоположение достаточно долго. FM-радио работает только с наушниками, светового индикатора уведомлений нет. Летим дальше. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон показал довольно скромные 7 часов 51 минуту, я ожидал большего. В Antutu выбил ультра скромные 274 тысячи. И спойлер, для того, чтобы смартфон работал у вас ультра долго и вообще никогда не тормозил, хотя это тоже не тормозит, но в перспективе может. Вам нужно видеть 400 тысяч баллов в Antutu. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания около 2 часов, что не быстро, но учитывая зарядку, является адекватным результатом. В играх в час в среднем уходит около 16%. Опять же, я играл в PUBG Lite. Если говорить про YouTube, то уходит в среднем 4% в час при просмотре видео по Wi-Fi. Для игр производительности, разумеется, мало, но, повторяюсь, в PUBG Lite можно играть свободно. В легкие игры часик-другой поиграться тоже можно, или в казуалке. Перейдем же к тестам. Что он выбивает в Geekbench 6, что он выдает в Antutu, как он прошел стресс-тест, вы видите на экране. Все максимально не идеально, все говорит о том, что у нас здесь Mediatek, а не Qualcomm. Нет стабильности в нем, мало. Хотя, опять же, за эти деньги чего-то большего ожидать как минимум не стоит. Что он выбивает в 3D-марке, все вы видите на экране. В целом, смартфон неплохо себя проявил, я ожидал худшего результата. Далее, основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8 и дополнительным объективом QVGA 248 на 328 пикселей. Ко всему имеется еще LED-вспышка. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Фронтальный сенсор на 5 мегапикселей находится в каплевидном вырезе в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у него также 1080p 30 fps. Качество съемки меня вовсе не порадовало, особенно на фронтальные сенсоры. А вот фото получаются довольно неплохими на эти 50 мегапикселей. Понятно, что это маркетинг, но все равно. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 fps, и хотя возможности этой камеры довольно номинальные, я хочу вам отметить, что даже на нее, на фронталку можно снимать. Даже у него фронталка показатели, вот так можно себя снимать, что делать нельзя во время поездки на байке. В принципе, технически там достаточно для того, чтобы сделать выводы, что камера работает. Насколько хорошо, решать всегда вам. Под вашу задачу подойдет или нет. И основная камера, то же самое в режиме поездки. Насколько хорошо она работает, насколько вас удовлетворяет качество съемки этой камеры, решать, разумеется, вам. И сейчас, разумеется, освещение космос. Я разговариваю через шлем, но забрало у него открыто. И человек очень долго решает, чтобы ехать, потому что там за рулем девушка. Но если она решила, то значит уж точно можно ехать даже с одной рукой. Ага, она поворачивает в другую сторону. Вот так примерно вы сможете снимать, вне зависимости от обстановки, от положения звезд и всего остального, в движении на ультра бюджетный смартфон. Ладно, не ультра, это бюджетный смартфон. Ультрабюджетником его, конечно, язык не повернется назвать. 1080p 30 fps, перекресток, стою в теньке, освещение хорошее. Много передвигающихся мимо меня объектов. Можете оценивать, насколько хорошо смарт работает с ними. С двух рук сейчас снимаю. Стабилизация, конечно, по визуально 0. Надеюсь, она лучше, чем я сейчас вижу. Очень надеюсь. Но объекты, еще раз повторяюсь, не скажу, что прям сильно размытые. Если задаться целью, то снять что-то для потребления контента на таком же смартфоне можно легко достаточно. Еще один пример фронталочки. Вообще не вижу смысла мучить этот смартфон с одной стороны, с другой стороны. Но он же должен работать. И он работает, в принципе, видите? Можно даже поснимать что-то. И основной модуль, съемка. Разумеется, с двух рук. Теперь вот с упором. Ох, как плавало. Видели видео? Поплыло в прямом смысле. Прям так интересно. Процессор не справляется просто. А так в целом, если на паузу нажать, очень даже смотрибельно с этого же экрана. X6 максимум. Проверяем способности ультрабюджетки в лифте. И самое важное, наверное, это как аудио пишет. Потому что картинка, разумеется, не очень. Но она у всего не очень. У всего она будет в шумах. Здесь просто, конечно, максимально все скромно. Насколько хорошо решать, как всегда, вам.
В целом вот так. И немного фронталки, совсем чуть-чуть, лифт. В целом, главное микрофоны, потому что картинка, разумеется, будет ужасной. Еще ночная съемка. Люблю я мучить дешевые смартфоны, да? А то пишете, что Саня, ты так много снимаешь, почему ты не снимаешь дешевые? Ну вот вам, пожалуйста, дешевый смарт. Съемка ночью с двух рук, при этом по движении. Вот так примерно вы сможете снимать. Минусы: мало яркости, нет АК-порта, скромная зарядка, нет чехла в комплекте, разъем micro-USB. Вот то, что Type-C нет, вообще печаль. Нет защитной пленки в комплекте, каплевидный вырез под фронталку и медленная память eMMC. Я даже процессор не вынесу в эти минусы, потому что, ну, он так и должен отрабатывать за эти деньги. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Вчера был Samsung A54, послезавтра будет Nothing Phone 2, поэтому оставайтесь с нами, будет много всего интересного. К слову, на лайв-канале много всяких лайв-тестов смартфонов, смотрите и там, потому что можно сказать, что там основные пруфы. Вот смотрите, этот бюджетник по большому счету стандартен. Есть много аналогов от брендов третьего эшелона, Infinix, всякие Tecno, есть бренды А-эшелона, это Realme. По моим ощущениям, Realme всегда тормозят больше, чем это дело. Если говорить о Redmi, и чтобы я взял, допустим, Redmi или 12C или 10C, same, то есть посмотрите спеки, они одинаковые, у этого только другой чуть-чуть процессор, фактически они сделали копипаст. Если говорить и выбирать между Samsung'ами какими-нибудь супер бюджетными А14, то там вообще какая-то дичь, там даже зарядок не кладут в бюджетку. Если говорить о звонилках между, допустим, А2 Plus на 3 гигабайтах и этим смартфоном, разница только в том, что здесь можно в PUBG Lite поиграть, а по большому счету еще есть вторая разница, то что он меньше лагает, и 50-мегапиксельная камера с фотографиями справляется довольно неплохо. В моей личной телеге можете их скачать. В целом, за адекватные деньги, опять же, смотрите сами, лучше всего зайдите в телеграм-канал скидок, мой или еще чей-то, вбейте название Redmi 12C и посмотрите динамику цен в ритейле в нашем и в целом на каких-нибудь платформах из разряда Али. Сделайте для себя выбор, даже если вы покупаете супербюджетник, ультрабюджетник, это не ультрабюджетник, это бюджетник. Вам при любом раскладе желательно все-таки смотреть, что вам больше подходит, потому что эти штуки в эту цену, они уже меньше тормозят. Самый главный недостаток здесь это micro-USB. Это прям лютейший атовизм. Был бы здесь Type-C, я бы сейчас хлопал в ладоши, говорил бы, что даже тормознутый Mediatek. И ладно, работает, и вроде бы они допилили прошивку, и все хорошо. Но кого устроит micro-USB, можете рассмотреть к покупке. Кто конкретно против, и я таких понимаю, смотрите что-нибудь, может быть, в те же деньги, но хотя бы с Type-C-шником. Возможно, будут хуже фотографии и смарта будут чуть больше тормозить, но у вас не будет вот этого атовизма. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.